Вас беспокоит журналист из Украины, меня зовут Дмитрий. Вы будете разговаривать со своим супругом? Да, да. Разговор записывается и будет опубликован. Привет, Оксана. Алло, алло. Так. Привет. Алло, привет. Привет, мой хороший. Ты дома или на работе еще? На работе. Ну, хорошо. Как дела у вас? Ты... Алло, алло. Нормально все, хорошо. Ну, я нахожусь в плену, в бою за город. Ты не получал мое письмо? Как раз сегодня, вот именно сегодня мне его и передали, да. Ну, не сказали, что через месяц. Я... Тебя еще не перевезли на другое место? Нет, я нахожусь в плену в лагере для военнопленных. Сейчас как раз даю интервью журналистам. Пообщался с Красным Крестом вот только. Сейчас дали позвонить тебе. Угу. Спасибо большое. Как дети? Дети нормально, тоже все хорошо. Ну, замечательно. Ну, Рассказывай еще. что был ранен в рубежном. В шею, в плечо. В бессознательном состоянии Сейчас как? попал в плен. Сейчас нормально, зажило все. Все на нос. Полностью зажила? Да, никаких проблем со здоровьем нет. Здесь условия тоже нормальные, здорово, там не переживайте. По возможности всем привет, сестре, племяннику, ну всем родственникам. Угу. Что говорят еще? Ну что говорят, что тебе надо, как бы тебе сказать. Я все сделала. Ну все, спасибо тогда большое. Держитесь. Надеюсь, увидимся еще. Нет, конечно. До осени. Ну, кто знает. Растут все до осени. Все будет хорошо. Ну, Ты понятно. меня слышишь? Как... Да, я прекрасно тебя слышу. Так что я У тебя была информация, что я... очень молюсь. Я очень-очень, да, молюсь, да. Очень-очень молюсь. И ты знаешь, моя надежда очень сильная, потому что она подкреплена верой. И поэтому все очень будет хорошо. Ну, хорошо. Спасибо большое. Вот. Да. А что тебе обо мне сообщили? И сообщали ли что-либо? Ну, Ну, вначале сказали, что ты без вести пропавший. Что есть два списка: без вести пропавший, без вести пропавший 200. Потом сказали, что не нашли твое тело. И через 10 дней я увидела, в каком ты состоянии попал в плен. ага, я понял. Ну, то есть ты видела меня. Ну, я, да, видела, но только там, только как вас взяли, а что вот именно нужно. А когда же сложилась твоя судьба? Ну, понятно. Ну, я был только в видела, двух. что к вам Только видела, что к вам подошли. Хорошо, понятно. Там видео короткое, там всего 12 секунд. Хорошо. Вот. Короткая. Я общалась Мы не видели. с Донецком, с Эдиком. Там можно найти, конечно. Поблагодарила его за одежду, за твою. Надо все видео пересмотреть. Его поблагодарила за гуманитарную помощь, за одежду. Он мне тоже рассказал многое. Ну, хорошо. В Я общем, надеюсь, что ты тоже, да, будешь так поступать, как он поступил. Что и я буду тоже так поступать, оказывать помощь людям. ну, правильно. Ты помнишь, за кого я говорю? Да, Эдик Коломойцев, да? Ну, я не знаю фамилию. Я с ним 2 раза созванивалась. Ну, все, если позвонишь Нет, еще, скажешь У спасибо. него тоже все хорошо, да. Это он передал тебе обо мне информацию, да?
И письмо Красный Крест мне передал. Сначала письмо Красный Крест передал, потом и он позвонил, да. Тоже. Ясно, понятно. Нашел меня. А И позвонил. письмо через Красный Крест тебе по почте пришло или передал Колин, мама Колина? Мама передала. Тоже большое спасибо. Коля. И позвони, скажи огромное спасибо. Я и созванивалась с ней, да, сказала. Но я получила его 26 июня. Эдик мне позвонил, наверное, дней 10 назад. Как только смог, сразу позвонил. Я понял. Ну, то есть хорошо, что он уже дома. Это уже Да. хорошо. Да. Я не знаю, что больше сказать. Живем в надежде. Следующий раз все будет хорошо. Ладно. Как и его Эдик. Ну что тебе я тоже могу сказать, что переживаю очень за тебя, молюсь за тебя. Все молимся за тебя. Все будет хорошо. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Да, я ждала сегодняшнего звонка, потому что я созванивалась, мне сказали, что на сегодняшний день у вас уже договоренная день и дата, что вас будут всех проветривать. Ну, ясно. Хорошо. Спасибо. Не буду расстраиваться. Тебя не буду расстраивать. Тебе будем ждать другую информацию. Хорошо. Другую дату будем ждать. Юля, котеночка, тебя очень люблю, целую, рада безумно. Ты жив, здоров, до встречи, мой хороший. Детей поцелуй. Большое спасибо. Рад был тебя услышать очень. Все, до Я свидания. тебя, ты слышишь меня, до встречи, мой хороший. Все, до свидания. Спасибо большое. Она будет обязательно. Да, до свидания. До свидания. Так. Второй сразу же будем звонок делать тогда? Нет, получается? мне второй надо, все, вы начинаете. Понял. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию? этого Да, интервью? пожалуйста. Даете. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Рощенюк Александр Сергеевич. Александр Васильевич, вас? Бочаров Евгений Николаевич. Вы какого года рождения? 1977-го. 77 и вы? 1981. И вы из Луганского, да? Я родился в Донецкой области, потом переехал в Луганскую. А вы? Я с Луганска. С самого Луганска. Понял. Ну, мы понимаем, что у вас истории там взаимодополняющие, похожи друг на друга. Вы, вас как? Вы контрактник, да? Да, контракт С какого года вы служите? с 20-го. С 20-го. Пошли, исходя из каких-то идейных соображений или из-за зарплаты, или как это произошло? На контракт? Да. Ну, скорее всего, из-за зарплаты. Дело в том, что я до этого очень много ездил по, так сказать, по миру всю свою сознательную жизнь на заработки условно. А это была работа рядом с домом. Из-за того, что... Ну, чтобы уже наконец-то быть с семьей, Понял. скажем А так. воевать сильно хотели вы? Это нормальный человек, я думаю, не хочет воевать, ни один. Ну, мы же не знаем наперед, хотели вы или не хотели. Некоторые хотели, например. Может быть. Хорошо. Кем вы работали? Вы сказали, что вы много ездили, Электромонтаж промышленных предприятий. а по миру это... Ну, я имею в виду Россия, Украина в основном. Вы что-то смонтировали электричество? Промышленное предприятие. Работал на итальянскую фирму Бузи. Так это же, по идее, хорошие деньги, инженер. Очень хорошие деньги. Сколько у вас зарплата была? Ну, в районе 2-3 тысяч евро в месяц. 2-3 тысячи евро в месяц? Да. Ну, всю жизнь ты не будешь Это- ездить. Это шикарная зарплата. Но ты постоянно не дома. То есть раз в 3 месяца на двое суток это. Это у вас зарплата была до когда? До какого периода? До 2012 года. Потом я начал ездить по Украине. Тут уже уровень зарплат немного другой, но и командировки, скажем так, поменьше. В частности, здесь, во Львове, я тоже был. А с 2014 года? Что 14. поменялось? С 2014 года я был здесь, во Львове, как раз. В 2014 году именно.
А до этого вы ездили в Россию, там была больше зарплата и более длительные командировки. Ну, командировки полгода, год. Мгм. Понял. Все-таки интересует, когда вас отправили уже непосредственно воевать, ну вот сейчас. Ну, дело в том, что у меня закончился контракт на момент мобилизации. И я искренне надеялся, что я уже уволен. Потом я узнал уже ближе, так сказать, к дате 10 апреля о том, что я не уволен. И в случае, если я откажусь вернуться к исполнению служебных обязанностей, меня ждут, ну, скажем так, некоторый срок. Возможно, до расстрела за Короче, дезертирство. посадят вас, если Да. откажетесь. Мгм. И вот вас призывают, и что, куда вы идете? Еду в расположение батальона. А оттуда? Оттуда под Рубежное, под Кременное, город Кременное. Под Кременное. А вот вы, расскажите, вы контрактник? Контрактник. С какого года? С 15-го. С 15-го аж. Ого. И... С 15 по 18. И потом я уехал. Меня не было до 22 года. А куда уехали? В Россию. В Краснодар. Что вы там делали? Евроремонтами занимался. Делали ремонт. ТОПЦ, Сочи. Мгм. А до 14 года чем вы занимались? До 2014 года. До 2009 работал в банке Пумп. Первый Вы банк. экономист? Нет, охранник. Охранником? Нету. Я не знаю. как это. Не понимаю. И... А потом уже рынок рядом в Луганске, там, на рынке занимались. На рынке. Понял. И ну, вы, видимо, точно по идейным соображениям пошли, да? Так понимаю, служить? В 14-м? Да. Не, я в 15-м. Ну, в В 15. 15-м, конце 15-го года я пошел, в декабре. По идейным соображениям или по каким-то другим причинам? Ну, как бы тогда. По идейным. Да, ну, война, стрельба, у меня дети маленькие двое, жена. Жена, я говорил, давай ну, едем. Она говорит, я маму не брошу, мы будем тут. Ну, и я остался тоже. И там не было ни работы, ничего, война и шла, и денежка там платилась. Понятно, понятно. И- А почему началась война, как вы думаете? Вот в 14 году. Я не знаю, это все государство, это, я ж не знаю, что у них там. Не, ну вы идете по идейным соображениям воевать. Ну, так. Соответственно, вы хотите от чего-то защититься, правильно? Защитить свою семью и народ, который жил в Луганске. То есть вы, видимо, считали, что Украина хотела уничтожить ваш народ. Ну, как, может быть и так. Не, ну я пытаюсь понять. Ну, может быть, но я не Бог, мне не видеть, чего там, что могло произойти. Это. Ну, просто стреляли по городу, и все пацаны, там, ну, которые, там, может, уже сейчас уже в живых нету их, все и шли, и я пошел. Понял. А почему стреляли по городу? Вот это, не знаю, самолетами стреляли тогда в 14-м, и минометами. УГА вы имеете в виду, видимо. Ну, по Авиаудар белому, по по Белому дому. Ага, да. Да. Ну, я не знаю, 8 штук там вроде выпущено было из них. А про убийство украинских активистов на территории Луганска, Донецка вы знаете, которые Нет. были еще до ОГА? Не слышал. А про митинги украинцев против референдума и против России не слышали? Ну, чуть-чуть что-то слышал, но их быстренько разгоняли. А как вы думаете, эти жители вашего региона, которые хотели остаться в Украине и не хотели никаких республик, не хотели России, они имели право на свое мнение? Да. Но их разгоняли. И, ну, им там, ну, они собирались, но их быстренько разгоняли там. Дело в том, что помимо того, что их разгоняли, их еще и убивали. Ну, это я не могу знать. Я просто там же и баррикады были, и баррикады, там все люди ходили из Луганска, там, кому не лень были все там. И дедушки, и бабушки, все ходили, смотрели там. Ну, конечно, конечно. И всем, как бы, знаете, как в 91-м развал, это так же самое случилось это у нас на Украине. 91-й нас не интересует. Не, ну я вообще, Интересует вот так ближе вот. к времени для того, чтобы нам с вами разобраться, Я как понял. бы так сделать, чтобы люди не гибли, знаете. Да, я 91-й тоже. это далеко. Не, ну я понял, я чуть-чуть Я не так. пытаюсь найти причины и следствия просто для того, чтобы мы с вами могли. Ну и просто, ну и как бы сказать,
И тогда вот как говорят, а почему не произошло это в Харькове или в Днепропетровске или где-то еще? Ну что там вышли, может быть, и люди, ну там и вышли полиция. Есть РОВД, все повыходили, разогнали эту толпу. А почему в Луганске этого не сделали, в Донбассе такого, в Донецке не сделали? Не совсем так. Смотрите. Там тоже были эпизоды совсем другого характера. Вот, например, Харьков. В Харькове около 100 человек пострадали в столкновениях сторонников и противников новой киевской власти. Стычки начались во второй половине дня, когда собравшиеся на площади Свободы митингующие пошли на штурм здания областной госадминистрации. Евромайдановцы, которые забаррикадировались внутри здания, были выведены на площадь. Над взятым штурмом зданием госадминистрации активисты выдрузили российский государственный флаг. В Харькове около 100 человек пострадали. 1.03.2014 год, это Харьков, и это как раз тоже те же самые украинские активисты, которых бьют российские активисты. То есть, по сути, происходило то же самое и у вас, и в Харькове, и в Днепре это же было, и в Запорожье, и в Николаеве, и в Одессе это же было. Но смысл совсем, я все-таки думаю, не в полиции, а в массе людей. Потому что в Одессе, и в Харькове, и в Донецке, и в Днепре, и там все-таки масса людей общая вышла и сказала, нам не нужна эта Россия, нам не интересно это все. Или вы не согласны? Я немного не согласен. Вам известен такой факт, например, что в городе Донецке люди приглашали приглашение на выбор президента Порошенко. Город находился полностью под контролем украинской властей. Там была СБУ, полиция функционировала, стояли войска. Потом в один прекрасный день этих людей всех вывели в Константиновку. Обратно отобрали там какую-то часть. И обратно вернулись люди уже не военнослужащие, не, так сказать, люди в погонах, а гражданские люди, кто захотел вернуться. Это было. А почему их вывели в Константиновку и кто их вывел в Константиновку? Ну, я не знаю. Мы не уехали в Константиновку, из города Донецка. Дело в том, что я находился там некоторое время. Видите, еще раз, этот факт мне вообще не известен. Значит, в Донецке есть... Все есть. Функционируют банки, школы, идет нормальная жизнь. Есть украинская власть, висит флаг украинский. Да. В один прекрасный день они все выводятся силовые структуры в Константиновку. А кто их туда вывел? Ну это откуда ж я Не знаю. знаете. Просто Да, вы знаете. да, я знаю об этом факте. факте. Вот так вот. Как. И все. И все. И в город вышел Стрелков с города Славянска. Он вышел в сторону Донецка. Стрелков вышел из Славянска. Да, я оказался в городе Донецке. А Славянск остался под властью Украины. Совершенно так? Так. А Стрелков беспрепятственно попал в Донецк. Ну вот этого я не знаю, беспрепятственно или были у него какие-то там препятствия. Но факт того, что он из Славянска. Есть видео, где они заходят в Донецк. Про видео это я знаю, я даже могу его найти. И даже точное число можем найти, когда это именно произошло. Но тут меня другое как бы удивляет. Все ушли из Донецка, получается, умышленно собрались, взяли и ушли. Ну то ли умышленно, то ли по чему-то распоряжению, но это было. То ли сами они ушли, то ли по чьей-то команде. Россияне уже тогда были в Донецке? Но дело в том, что как таковых россиян там я не видел ни в Донецке, ни в Луганске. То, что их там не было, я не отрицаю этого факта, то есть, но я их там не видел. Нет, то, что они там были или не было. Ну, я их там не видел. Были они там или нет, это такое. Может были, может и нет. В районе Донецкого аэропорта в засаду попал КамАЗ. Нет, тут просто надо сразу вот такие вещи как бы понимать, да, что вот. Тут у меня по хронометражу собраны видео всякие разные. Это сейчас то, что идет, я несущественно, это просто там людей спрашивают в машине. Мы надеемся на то, что к нашей федерации присоединятся и другие территории, которые называются Юго-Востоком Украины. Так, стоп, одну секундочку. Бородай это кто? Борода это деятель был какой-то в Донецкой области, но я... Донецкой области. Дело в том, что Бородай уроженец России и россиянин. Ну и Стрелков тоже уроженец России. Моторола и, в общем, многие другие. То есть, а вот эти вот люди 25.05.2014 года
То есть есть много эпизодов. Не, ну я-то вам с верю. россиянами. Ну, я же не я сказал. не верю никому. Мне интересно докопаться до истины и как бы до понимания некоторых эпизодов. Тот эпизод, который вы сейчас назвали, он очень интересный. Ну, если вам интересно, займитесь его исследованием. Там есть что Я исследовать. сейчас на секунду остановлю, найду видео с Гиркиным. Давай, садись, я сейчас пока почитаю, а ты... Ты включил? Да, я запись включу. Подай мне второй телефон. Я туплю. где он? Вон он лежит. Я списал со стола, взял. Это нормально для тебя. Учи алфавит. Добрый день. Добрый день. Вы, я думаю, уже все поняли, мы все проговорили. Да, Разговаривайте, разговор будет записан и опубликован. хорошо. А вот привет. Мы тут уже сошли. Да хватит. Вы не разговаривали. Мы видели, Жень, мы все видео видели давно еще. Как только ты попал, мы все знали. Искали, везде писали. Где только возможно, мы тебя искали всеми силами. Мне все отписывались, ну ничего. Это нам девочка, с тобой рядом парень. Она дала мне все данные тебе, видео показала, где тебя показали в лагере. Мы все плачем. Дети все, мы с ума сходим. Слава Богу, ты живой. Спасибо. Спасибо им, что ты живой. Да нормально, все, не переживай, ты чё. Женя, мы с ума, мы не жили с того дня, как увидели видео, мы не жили ни дня, не все мы с ума сходим, понимаешь? Слава Богу, Господи, спасибо. Чё там, Жень, что-то... что там дети, нормально? Ну да, Димка там, нормально. Димка учится, работает? Нет, учится. Ну, не забрали в армию, не? Нет, не забрали, ему не было 18, ему повезло. А с его института некоторых забирали. Ну, а сейчас потом приказ студентов вроде бы не трогать. Вроде бы не трогают, но сильно никуда не ходит. Я понял. Ой, Господи. А нормально все. Жив, здоров, ну все, прекращай. Это самое главное, Женя, это самое главное. Мы ничего не знали, нам никто ничего не говорил. Ну, здесь все отписывается и все. Это, по видео увидели, да? Ну, это спасибо нашим Спасибо, блогерам, спасибо нашим большое. ребятам. Да расскажите, как вы живете. Я тут Где вы работаете? Самое главное скажите. работаю поваром помощника. Поваром Я знаю, работаете. Женька, я видела видео, мы не удивлены. Мы когда видели видео, где пленных показывали, не наших, наших, какая разница, тоже. И там готовили они. И мы сразу, если Женька, нормально все, то он точно повар. Так, Андрей, точно повар. Я видела это видео, где снимали, как вы живете. Да, я видела. Кто-то с коробок что-то делает, из поддонов, кто-то коробочки какие-то. Ты видели на раздаче в белом халатике. Ну да, да. Вы сегодня, да? Спасибо. Видели, все хорошо. Ну, нормально, Целые. нормально кормят, нормально все. Ну, естественно, зона есть зона. Ну, а так. Женя, Тюрьма есть тюрьма, она все тут лечит и учит всему. это меньше из зла, и спасибо, что так, Господи. Ну да. Потому что все только погибают, ничего хорошим это не заканчивается. Я понял. Ой, Женька, слава Богу, ой, спасибо Богу, спасибо, что тебя сохранили. Это значит, все-таки ты неплохой у нас человек. Ага. Раз тебя надо, вывезли аж куда. Далеко. Мгм. Так что, ну а так нормально. Работаем, спим, сигареты есть, выдают там.
на промте работаем, ну, пацаны на промке работают, мы на кухне. Ну и так потихоньку живем и ждем. И это, там если видео, там пойди в воинскую часть, там, или где там Брянкино находится, или как-то, что я живой там. Ты там деньги не получаешь, там, не говорили, не получаешь за меня? Получала. Получаешь? Сохраняю. Ты бумажки эти все там сохраняй. Ну, меня же там фотографируют каждый раз. Ну все тогда, вот это. Просто надо будет, они ж, ну как, не хотят менять, потому что думают, ну, что мы тут, ну, на украинской стороне остались, ну, что мы не сидим, а воюем, ну, такое вот. Чтобы это видео это показало, что я... Какое? Вот это, которое, где вас показывают по украинскому каналу, да? Ну да, что мы в тюрьме сидим, мы не воюем, мы просто сидим в тюрьме. Я объясню. Смотрите, вам нужно обращаться везде, где только можно, и доказывать с помощью... Вот это интервью мы сейчас берем у него и еще у одного человека. Берете это интервью и идете по всем вашим инстанциям. Там, полиция, прокуратура, они будут отписываться, морозиться, но вы должны писать. И лучше вам объединиться. Вот мы покажем здесь очень много пленных, именно из ОРДЛО. Вам лучше объединиться и писать коллективные письма и, грубо говоря, садить кипиш. Потому что их, скорее всего, не считают военнопленными. Или считают, но просто вот они Я типа... поставила его в статус военнопленного. Вот теперь вам надо каждый день делать 3 звонка во все инстанции. Всем вас соберитесь и просто обрывайте им телефоны. И тогда это сдвинет. Он нам не нужен. Мы хотим его вам отдать и забрать наших солдат. У нас такая цель и такая миссия. Вы нам можете помочь тем, что вы будете там Пушилина или кто у вас там? Пасечника. Будете душить его, ловить его и, ну, вы поняли, что я хотел сказать. Ну тут слишком тоже нельзя агитироваться, тут могут и срок дать. Ну, Ну я все равно буду, конечно. видите, как вы живете хорошо. За мужа прийти спросить и срок получить. Хорошо у вас там. Ну ладно, давайте я Вы, в попрощаюсь. принципе, ответили на вопрос, который я хотел задать. Договаривайте. Ну ладно, Катюш, все там, малых обними. Мама, что там? Нормально все работает, все нормально. Ну тоже шо, переживает, целыми днями плачет, молится. В церковь бегает, ездит, и где она уже только тоже не бегала, и я где только не бегала. Я хорошо, я свяжусь с кем-то чтобы они что-то тоже шевелились. Ты да, вот с девочками созвонись, ну, тут много. Да, хорошо. И вы там кооперативно это все сделаете, ну, держите связь, и тогда мы будем Группу дома. создайте себе где-нибудь, и в группе там обрывайте им все телефоны. Пишите в Москву везде. Потому что мы посприяли обмену там 140 человек. И там были ДНРовцы, там 47 или сколько-то было ДНРовцев, ЛНРовцев. Ну. Поэтому вам надо, чем больше вы будете там заявлять о себе, тем быстрее это произойдет. Ну все тогда. Хорошо. Все, Катюш, давай, люблю, целую, давай там. Мы тебя все обнимаем, любим, ждем. Женька, мы тебя все ждем. Не думай, мы не забыли о тебе ни на секунду. Так что давай, знаешь, что Не мы тебя там настраивай. мысленно все с тобой, с каждый день. И сейчас мы остаемся с тобой. Давай. Все, я Всё тоже. будет хорошо, Женька. Я буду везде писать, звонить. Все, давай, люблю, Я всего целую. доброго. Все, покеда. Все, ну, Женька, давай, держись, зайка, давай. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Спасибо вам еще раз. Да, за Да, это очень. первый наш за 3 месяца звонок домой. Да мы же не таксофоны, у нас другие. Цели. Ну понятно. Большое. Но все равно спасибо. Да, вообще. Смотрите, зашел разговор, что вы повар. Мы сегодня были у вас на кухне, обедали, на завтрак мы провтыкали. Тут просто, ну, это интервью выйдет позже, чем ролик про лагерь, но вопрос будет такой. Это образцово-показательно для нас на обед столько насыпали? И так Нет, кормят? я всегда так сыплю. Вы говорили, что вы на раздаче, да? В раздаче, так.
И мы вдвоем, один на хлеборезке. Вот. И мы один первое насыпает, я второе насыпаю. И хлеба такими кусками всегда, да? Четверть идет, да. Ну, потому что А, мы хлеб, мы буханка на четверых. Буханка на четверых. Так, вот так на 4 Ага. части. Я понял. Потому что мы не доели, это невозможно доесть, потому что его слишком Возможно, много. да есть, но... Ну, возможно, надо работать. Мы там. спешили, Но это потому что- работать надо, да. Если, пацаны же работают, там же это, и приходят, есть хотят. И... Да, потому, во-первых, все вкусно, по сути, Мы домашнее. повара, мы готовим для себя, как дома, как в любых ресторанах. А я там, так да. понял, что офицеры тоже это кушают. Да. Да, в соседи. То есть, Да. То есть точно так же с одного котла они все едят. Все с одного. Да, Они видят и ногти, и руки, и все. Да, И ну. мы бритые, когда там бывает чуть-чуть то мы постоянно чистые, мы и душ принимаем там каждый день. Ну, это нам тоже говорили. У нас там прям там есть душ. А, в столовой есть отдельный. Отдельно, у пацанов отдельно, у нас у поваров отдельно. Ага. Но мы и помогаем, но у нас есть старший повар, который это все руководит этим. Ну, понятно. Вот. Ну, потому что реально было вкусно и было много. Ну, от души. От души, спасибо. Все, ты возвращаешься? Да, Всё, Владимир, я вас Я изучил тему. Или давай мы пройдемся по истории. Давай я пройдусь Давай. по этой истории, а потом добьешь уже остальную историю, потому что мне интересно здесь. Я просто взял вот эту вот вашу тему про Гиркина, про Славянск, и реально, вот 15 минут вы разговаривали, ни одного вменяемого объяснения, почему Гиркину позволили покинуть Выйти в Славянск и войти в Донецк, Нету. я не нашел. Его и нету там. Да, конечно, я понимаю, это надо рыть, наверное, я не знаю сколько, чтобы это понять. Да, Я это пытался, ничего не кучу нашел. версий, понять, да, и все такое прочее. Но дата, 5 июля 2014 года он вышел из Славянска. А ведь до этого уже были боевые действия и вообще много всего, чего вы привязываетесь именно к выходу Гиркина. Ну там не совсем временные совпадают, но факт такой. Когда выборы были президента Порошенко, вот я вот не помню, сейчас это далеко просто, что так я к датам сильно не привяжусь. Я понял, давайте по датам. Это короткий обзор на 10 минут буквально, где мы сейчас попытаемся с вами что-то понять. Я просто... Я понимаю, что вы уверены в том, что вы пошли воевать ввиду того, что Украина начала бомбить Луганск или там обстреливать Луганск, да, мирных жителей непосредственно. Так. И у вас как бы другого варианта нет, потому что вам нужно защитить себя, свою семью, и вы идете против Украины воевать. Да? Но я хочу понять все-таки причину действий Украины и Украина ли это была непосредственно. Вот. Потому что есть, знаете, разные всякие такие видео, может быть, они какие-то провокационные, нечестные, неправильные, но все-таки, тем не менее, они есть, и на них нельзя не обращать внимания. К примеру, вот это вот что? Система залпового огня какая-то. Да, я понял. Это две системы залповых огня, да, которые лупят в совершенно две разные стороны. Здесь вы... И здесь это видео, оно ничего не доказывает на самом деле, но оно тем не менее случайно попало в сеть, его быстро удалили, но это российские вооруженные силы стоят где-то под Луганском, под Донецком, где-то в вашем регионе, да, и просто лупят в две стороны этим градом, а в конце человек кричит с праздником укропы. И как бы... Две стороны, да? Как видите, два града лупят в две стороны. Нет, я ничего не говорю, что это что-то там 100% доказывает или доводит, потому что не очень понятно, что произошло. Куда именно стреляют, направление стрельбы. Да, не очень понятно. Вот здесь вот понятно достоверно. Здесь уж как бы... Утренняя зорька. У нас все немножечко спят. Война людей не идет. Там никого нет. Никого. Вон туда лучше стрелять. Вон, вот. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас есть.
Вы улавливаете, да, что происходит? Ему говорят, туда стреляй, там же враг, ну то есть Украина. А у него-то спят уже здесь. Но дело в том, что он сейчас стреляет по мирному городу. И это ваш герой Моторола. И как бы он стреляет. Или это фейк? Ну, как сразу сказать, фейк это или нет. Видео, да, есть. Это видео также случайно утекло в интернет. И... Да, его потом удалили, потерли, но оно сохранилось. Ну, интернет помнит все, да? Ну, как бы да, получается. Ну, просыпаемся, ребята. А? Дрочить мы долго будем, блядь. Оператив позитив. И тут как бы очень странная история. Россиянин, уроженец России, житель России Павлов по прозвищу Моторола, в городе Донецке, да, насколько я понимаю, лупит по мирным кварталам, и это никак не беспокоит местных жителей. Ну, если бы они видели это, да, то, возможно, беспокоило. Они могли не знать об этом факте. Понял? А можно ли в таком случае предположить, что и в 2014 году не совсем и не всегда это была Украина? Ну, как бы вам сказать, нам вот сейчас вы сомневаетесь, кто обстреливает украинские города? Нет, правильно. Ну и мы, грубо как бы вам сказать, тоже не сомневались, кто стреляет и куда стреляет. Проблема в том, что в украинские города четко установлена локация и со спутников, что откуда летит. Ну правильно, то есть нет, ну у вас сомнений нет. И нам тоже сделали все для того, чтобы мы поверили, кто стреляет. Я же не говорю, что... Ну вы же тоже не будете отрицать факта того, что, например, по Донецку пролетела точка У и погибло 20 человек там. Это факт. Вы сейчас считаете, что точек У на российском вооружении нет? Есть, почему? Есть. Я даже. Слава Богу. Просто я думал, вам это еще показывать. Почему есть. Что точка У прилетела именно из Украины? Ну а зачем из России? Зачем из России? Да. Ну смотрите, простая история. Опять-таки ни на чем не настаиваю, просто да, общаемся. Уже 2020 год. Мы знаем из рассказов ваших, что в 2020 году, даже уже в 2019, стоял четкий запрет на какие-либо обстрелы. Что с украинской стороны, что с вашей стороны. И это подтверждается статистикой, официальной статистикой, которая присутствует, вот даже если взять эту статистику из ресурсов, ваших же ресурсов, то есть вот, это ваши же ресурсы, количество погибших, которые фиксировались вашей же стороной, то есть это не наши данные, это берешь, гуглишь, и вот в 2014 году якобы погибло, это гражданских лиц, якобы погибло 2084 человека, в 2015 955, и вот оно идет на убыль. И мы понимаем, что вообще практически по сути нет потерь, то есть вот 25 человек, но непонятно кого еще в эти 25 человек записали, то есть может у кого-то там разрыв сердца произошел, его записали в то, что его убили. Ну я не знаю, это понятно только одно, количество жертв шло на убыль. И мы знаем истории, где вот рядом с границей России стоят ваши, стоят наши, никто ни в кого не стреляет, и тут идет залп с России по обеим сторонам. То есть зачем России ударить точкой У по Донецку? Ответ максимально простой. Для того, чтобы спровоцировать... Две стороны? Нет, не две стороны. Вашу сторону, для того, чтобы спровоцировать таких, как вы, идти воевать. Как вариант, да, возможно. Но вот этот вариант с сушкой украинской по городу Луганску и потом кондиционер взорвался. Да, а вот это вот вообще история для меня лично вообще туманная. Да, авиаудар по УГА. Да? Да. Я не знаю, кому могло прийти в голову по непонятным причинам влупить по УГА с самолета. Ну это непонятно. Еще так, я дома еще стою, когда два самолета, один развернулся и полетел обратно. Ну, как бы один пошел в сторону не России, а
на Украину полетел, а другой сделал маневр и полетел на вагу. Это я лично еще с дома, с огорода стою и смотрю, как он выпустил, ну такие черные, полетели. Ну, Да, не, я просто говорю о том, что я не знаю, что, кто это был. Ну и нам не видно, высоко было. Ну, и Да, но я просто уверен в одном. Если Путину можно было сделать лучший подарок в тот момент, то это был бы авиаудар по Луганской. Потому что лучше спровоцировать вас, взять оружие, подняться всем вместе и пойти против Украины вообще не было. Да только это опять далеко. Мы далеко ходим. И Гиркин, и удар по ОГА. Сейчас я вам скажу. Подходим уже к самому основному моменту. Сейчас. 2014 года в районе Донецкого аэропорта. А в чем, собственно говоря, разница? И удар по Луганской АГА. Видите, я когда делал себе нарезку этого ролика, я ведь не отрицал, что такой авиаудар был. Да я не знаю кем, чем, кто, как, это точно никем не подтверждено. Все жители Луганска утверждают, что это был точно украинский самолет. Допускаю. Допускают, но не доказано. Не доказано. Я знаю, кстати, на чем остановились в основном все пропагандисты. Кто-то написал о том, что это якобы кондиционер взорвался с украинской стороны, кто-то написал, что взорвался кондиционер. Понятно, что это чушь, которая ни одному вменяемому человеку на голову не налезет никогда. Но что берут россияне? Россияне берут этот фейк с украинской стороны и показывают это так, что раз украинцы пишут такой фейк, значит это они влупили по ОГА. Ну, то есть, ну, я это так понимаю, да. Но и Гиркин 5 июля вышел из Славянска. И удар по ОГА был еще, значит, шестой месяц, да, получается? Июнь. Шестой месяц это июнь. 2 июня происходит этот удар. 5 июля Гиркин выходит из Славянска. А до этого, до всего. Почему мы просто берем эти события, я не понимаю. Смотрите, тут по хронометражу все сложно. За 2-3 месяца до этого. А в чем, собственно говоря, разница? Вот вы говорите, что Тарута нелегитимен, а вы получается легитимный губернатор. Ну, легитимнее, чем. Потому что тоже, как бы, это митинг был многочисленный, но это не все население Донбасса, не все. Я же говорю, что в такой ситуации вечер выбирают временного лидера до проведения всеобщих свободных выборов при участии широких международных наблюдателей. Предлагаю считать Донецкий областной совет нелегитимным органом власти. Я хочу от имени митинга обратиться к российской власти, Верховному главнокомандующему войск Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой поддержать народ Донбасса и ввести в Донецкую область миротворческие войска. Это же не я же ведь придумал. Нет, это было. Это было. Это видео. Это было. Это же ведь 3 марта. Это было, это не года, и бесспорно. это, блин, за 3 месяца просто до тех событий, о которых мы постоянно говорим. И это российские флаги. И это люди. Но я могу сослаться на то, что это просто люди, да, что России там нет, это просто как бы люди вышли, да, вот с этими вот российскими флагами. Ну, конечно. Правда, наверное. да, правда непонятно, почему в той же ДНР потом созданной тот же Бородай, россиянин, занимает пост высокопоставленный, тот же Гиркин, тот же Моторола. Мы можем их всех назвать добровольцами, которые помогают Донбассу? Хорошо. Тогда у меня вопрос финальный. А почему сейчас ваша судьба, в частности, решается в России, а вовсе не в Луганске? Ну ведь это же не секрет, кто поддерживает наши республики. Есть только Россия, больше никто.
как вы думаете, они поддерживают просто потому, что они поддерживают, или у них была какая-то своя политическая выгода в том, чтобы состоялось все так, как произошло? Конечно, была. Какова она, нам неизвестно, да, я думаю, мало кому известно в этом мире, но она однозначно была. Мало кому известно. Да. А мы давайте предположим, какой может быть интерес у России в том, чтобы происходило то, что происходит? Ну, это старо как мир, конфликт. Конфликт с целью? С целью иметь влияние какое-то на данное государство, которое можно то тушить, то разжигать. Вы согласны с этим? Ну, как и по-другому. Просто если мы устанавливаем интерес России, который абсолютно очевиден, то мы понимаем из этого исходя, что у России было очень прям дофига причин влиять, провоцировать и разжигать. Вот нас, в частности, друг против друга. Ну, скажем так, это был интерес не только в России. Я думаю, много кто здесь погрел руки на этом конфликте. Я думаю, если брать локально, что кто-то заработал на продаже не об этом речь вообще. Ну давайте глобально тогда. У кого еще, кроме России, какой здесь может быть интерес? Ну, например, это еще мечта Бисмарка, заставить украинцев убивать русских и наоборот. Они добились это этого. Глобальная же философия уже какая-то. Это не философия. Это то, чего они добивались очень долго и добились. Это мое мнение личное. И меня в этом мало кто может переубедить. Ведь здесь, получается, даже украинцы убивают украинцев. Да. А не столько даже русских, если мы говорим о начале этого. Ну и русские гибли здесь тоже. И с начала конфликта, вы же с вами об этом говорили. И гибнут сейчас. Это не нужно ни семьям этих Я понял, солдат. но Бисмарк, он мертв, насколько я знаю? Да, мертв. Еще цель, кроме мертвого Бисмарка. Какие еще, кроме покойного Бисмарка? Вот я обозначаю четко цель России. Я вам могу ее сейчас еще лучше обозначить. Еще чьи цели. Чьи цели, чтобы вот в частности на Донбассе происходило то, что там происходило, этот ад. И то, что происходит сейчас, во что этот ад перелился в еще больший ад. Вот какие у кого есть интерес? Ну, есть, это мое опять же мнение, есть в этом мире глобальные игроки. Несколько стран глобальных. Хорошо. Чем слабее становится одна страна, тем сильнее другая. Правильно? Сейчас у нас после окончания холодной войны образовался однополярный мир. Правильно? Есть? Нет. Неправильно. А где второй полюс тогда находится? Ну, однополярный мир был бы, если бы при распаде СССР ослабленную абсолютно Россию, которая ничего не может, у которой разлом, раскол такой же, вот как у нас был Майдан, да, в 2014 году. Когда Россия спокойно заходит и забирает Крым, никто ничего не делает, без единого выстрела. Да? Вот однополярный мир был бы тогда, если бы тогда Россию просто взяли и разорвали. Вот Америка ненавистная, которая ее ненавидит. Почему этого не сделали, я тоже у меня нет ответа. Правильно, у меня к вам вопрос. Почему вместо того, чтобы разорвать Россию, сюда поехали ножки Буша для поддержания российской экономики? Это не для поддержания, это не скорее... только для экономики, как гумпомощь. Гуманитарная помощь. Потому что есть было нечего. Кушать было, реально людям было нечего кушать. Вы помните ножки Буша, которые Возможно, это всеобщее братание так называемое. Вот почему они не разорвали Россию, я не знаю. Они хотели бы ее разорвать. Что-то в этой концепции трещит по швам. О том, что все хотят России смерти. Именно вот в момент распада Союза, если смотреть... Нет, если бы хотели смерти России, они ее бы получили. Да. Просто нужна ослабленная Россия. Как пугало своего рода. Так почему же ей дали окрепнуть? Пугало нужно. Сейчас весь мир сплотился против России, правильно? Идут накачки военные бюджеты. Военные бюджеты США опять бьют все рекорды. Мир однополярен или все-таки он двуполярен в виде пугала России? Но однополярен мир, естественно, на данный момент однополярен. Не дают подняться ни Китаю, не дают до уровня США, не дают подняться ни России. Третьего игрока тут нет, Евросоюз. Я прошу прощения, но Россия никуда не собиралась подниматься, если честно. Потому что для того, чтобы подняться, нужно поднимать свою экономику и нужно как-то совершенно верно. Уровень жизни. Совершенно верно. У них до сих пор, совершенно верно. Простите, но я разговариваю с их солдатами, четверть до сих пор на улицу в туалет ходит. У людей, под которыми газовая труба идет, у них газа нет в селах. Это реальные вещи. Это реальные вещи. Для того, чтобы так страну не поднимают.
С колен. Да, естественно, это естественно. Естественно, да. Но для того, чтобы этого никогда не случилось, нужно как можно больше санкций. Правильно? Хорошо, мы нашли еще тех, кому это выгодно, а это выгодно тем, кто накладывает санкции для того, чтобы задавить Россию. Как задавить? Не задавить. Просто, как? Ослабить. Да, ослабить. Может быть, иметь какое-то влияние или какой-то контроль определенный над Россией. Если вам действительно интересно мнение, как англичане, например, уходили из Индии. Было образовано государство Пакистан, искусственно созданное. Придуманное название это было пакистанскими же студентами, правильно? Потом ему дали зачем-то ядерное оружие. Зачем? И в определенный момент они имеют влияние на Индию. Разжигая. Это то же самое. Я понимаю, вам это не очень интересно. Это не то, что не интересно. Это аналог. Это тема для беседы, скажем так, у нас на 1,5 часа, а это на 5. Да? Или там, не знаю, на 10, на 24. Хотелось бы как-то уложиться, у нас просто эфир будет через 20 минут. И нам надо как-то или потом продолжать эту беседу, или как-то логично заканчивать. К началу вы сказали, когда речь шла про украинцы убивали украинцев. Подожди, да, просто вот смотри, тут сложная логическая цепочка. Сложная, она сложная. То есть я уже как-то и шел. Если ты сейчас уйдешь еще в одну сторону, вообще совсем. Не в одну, начало. Я хочу хотя бы на свой ответ вопрос получить. А потом, если хочешь, да, можем записать часть вторую, нас же никто не подгоняет. Я имею в виду, что Россия имеет с этого конфликта практически абсолютно ощутимый интерес. Это захват чужих территорий. Ведь не Америка же пришла захватывать. А ей этого и не нужно. Да, ей этого и не нужно. То есть то, о чем вы говорите, можно говорить 24 часа, 48 часов. Вспомнить масонов, рептилоидов, извините за выражение, Бильдербергский клуб. Но вы понимаете, что Россия идет и захватывает территорию Украины. И в результате этого гибнут люди. Это понятно, это естественно. Вы живы остались? Да. Как вы считаете, вам повезло? Повезло. Вы какое ранение получили? Осколочное в шею. В артерию. Осколочное в артерию. И вас, я слышал, уже похоронили даже. Да. Были, да? Жена же говорила. Да. 200. А вы вытянули этого человека, насколько я помню? Да. Фактически, если бы не вы, то, возможно, вы бы и погибли бы. То есть, возможно, так и было. Произошло. Возможно. Потому что вы в бессознательном состоянии. Совершенно верно. Правильно? Да. А вы, вытягивая его, как раз попали в плен. Потому что если бы вы этим не занимались, возможно, вы бы не попали в плен. Да. Правильно? Там я просто за вас. Нет, там по-другому чуть-чуть, но вы потом... Смысл приблизительно такой. Да. А есть много других людей, которые погибли в результате. Очень большое количество. Причем по обеим сторонам. Вам фактически повезло, можно сказать. Да, по обеим сторонам. Не согласны, что повезло? На данный момент не уверен. Почему? Как вам сказать? Прожить жизнь здесь за решеткой, вернее ее остаток. Не будете вы проживать здесь жизнь за решеткой? Ваши бы слова, да. Во-первых, вас скорее всего обменяют. Но да, вы хотите, чтобы вас обменяли завтра, а вас могут обменять в течение полугода-года. А в течение этого полугода-года ближайшего совсем непонятно, где вам лучше и безопаснее, здесь или там. Это если философски уже. В данный момент об этом как-то не думается. Хорошо, давайте подумаем на данный момент. Вас вернули туда, дали вам ружье, иди воюй дальше. Какие у вас есть способы отказаться от этого? У меня зато есть более-менее достоверные сведения, что такого не происходит. С теми, кто побывал в плену, без его добровольного согласия уже этого не происходит. Так сегодня не происходит, а завтра начнет происходить. Все возможно, да, в этом мире все изменяется. И какие у вас есть способы отказаться? Никаких. Никаких. Совершенно верно. То есть гипотетически мы можем предположить, что здесь в ближайших полгода или год вам даже, это не то, что я хочу, чтобы вы здесь были. Нет, я хочу, чтобы вы уехали домой. Потому что если вы уедете домой, то сюда вернется украинец, который воевал за Украину, а не украинец, который воевал за Россию. Его же тоже тут ждут. Семья, дети. Правильно. Вы понимали, что вы воевали за Россию или нет? Да, понимали. Да? То есть это не надо. Не новость, да. Доказывать, рассказывать. То есть почему вообще происходило все то, что происходило? Украина, вероятно, хотела забрать свои территории. Она имела на это, как вы думаете? Свое право? Юридическое право, да. Не юридическое, а моральное.
Моральное, фактическое, да, право. Да. Вы понимали, что в 2014 году Россия зашла к вам туда? Ну, в 2014 году, скажем так, мы мало об этом думали. Кто это? Вот, это, Вот тут я это, согласен. да, вот как-то оно так. Но на данный момент вы это понимаете? Что в 2014 году Ну, Россия? скажем так, не без помощи России это все произошло. Обтекаемая формулировка, да. Я понимаю, что вам Ну, еще как, возвращаться. хорошо, да. И это тоже, но без помощи России этого бы не случилось однозначно. Мы можем сделать логический вывод из этого всего, что все то, что произошло, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, нет, по сегодняшний день мы не берем, потому что здесь уже не при помощи России, а здесь уже просто Россия ракетами. Вы смотрите телевизор. Вам Да, не новости мы смотрим. То есть все то, что произошло, начиная с 2014 года, произошло не без помощи России. Совершенно верно. Последний вопрос. Если бы Россия просто посмотрела, что у нас произошло на Майдане, ну это же у нас на Майдане произошло, Ну, да, ну что, какое им дело по сути дела, да, ну, по большому счету, то никто бы и не вмешивалось, то никто бы в этих 8 лет никакой Донбасс не бомбил. Да. Да, скорее всего. Как посмотрела на то, что Чехословакия из социалистического лагеря переместилась, например, в НАТО. Как посмотрела на то, как Венгрия из социалистической страны союзницы России переместилась в НАТО. Как посмотрела сейчас на Швейцарию, Эстонию, на Финляндию и Швецию. Да, да. Но это были не ее союзники. А, например, Эстония, Латвия, Литва это были часть Российской империи, Вы Советского тоже Союза. же посмотрели? Посмотрели. Ничего. Ничего. Хлопнули и нормально, и все. А вот тут... А Украине не повезло, не глотнули. Тут, знаете, еще белыми нитками шито. Украине не повезло. Или России. Или России не Согласен. повезло. Кому-то из... Но однозначно не повезло обоим. Однозначно не повезло простым Обоим. людям. Да. Да, вот это И да. как Украине как стране, и России как стране не повезло. В этом конфликте изначально проиграли обе стороны. Это мое Украине мнение. как стране если мы отобьем в результате свои территории, Ну, ребят, как давай- государство, Давайте так. Поток беженцев идет на Запад. Какой процент из них останется там? Работоспособного, Большой. работящего населения. Большой. Это ущерб для страны. ущерб. Разрушены города очень многие. Да. Факт, это ущерб для страны. Конечно, безусловно. Погибшие люди, солдаты, мирные Безусловно, жители, дети без отцов, без матерей. Это ущерб для страны. Безусловно. Не повезло. Это потери. А Это теперь берем другую сторону. то же самое. Государство. То же самое. Нет, не другую сторону. Россию я вообще не говорю. Я говорю другую сторону выгоды, Медали. которая может быть для Украины из этого всего, как для государства. Народ сплотился. Сплотился. Все поняли, кто настоящий враг? Все поняли. Даже я так думаю, и с вашей стороны уже начинают понимать, кто настоящий враг. Берем гипотетически, мы забираем свои территории. У нас сплоченное государство, понимающее, кто настоящий враг, никогда больше не смотрящее в сторону России, а именно от России. Вот с момента получения независимости, обретения независимости, именно Россия нам не давала все время посмотреть ни на запад, ни влево, ни вправо, никуда. Как только что-то немножко происходит, сразу же им надо сюда вмешаться. Если Украина, даже оставшись в тех рубежах, в которых она на данный момент остается, получает народ, сплотившийся и понимающий, кто ее настоящий враг, и никогда больше не глядящий в сторону России, Украина как государство уже победила, потому что Украина останется, будет жить и будет процветать. А вот если бы Украина была такой и с таким разразненным населением, которое у нее было вот до 14 Я понял, о чем вы вообще говорите. этой страны могло бы уже и не быть. Примем мы Минские соглашения, согласно которым вы попадаете в Украину, ну, вроде глупо, как бы вы хотели в Россию все время, а тут бац, и вы, а Россия вас пытается в Украину впихнуть. Ну нелогично. Да, там российские флаги, а Россия вас что-то не забирает. А могла же как забрать, как Крым, спокойно себе. Но Россия по Минским соглашениям пытается вас впихнуть, наоборот, в Украину. И прими Украина вас, вы получили бы такой себе российский анклав на 5-6 миллионов избирателей, которым полностью руководит Россия. Украины бы не было вообще. Ребят, у меня вопрос. Не дороговата ли цена? И не проще ли было вот этот вот анклав, почему не руководит вообще? Просто образом жизни, по примеру не российского анклава, скажем так. Показать вот здесь, ребята, вам было хуже, чем вот здесь.
И все, люди бы пришли. Не проще Вы ли? говорите о информационной политике по отношению к жителям Донбасса? Моральной, материально-экономической, Так я вам информационной. только что показал, как вы этой оголделой толпе должны были что-то доказать. Ничего. Примя ее в Украину, в состав Украины по Минским По соглашениям. Минским соглашениям? Все, не было быстрого. Ну это Я вам говорю, ну, я история вам... не признается слагательного наклонения, чтобы а мы было. не сослагаем. Я просто вам могу, ну как, мы никому, мы друг другу ничего не докажем, в любом случае, это да, совершенно, потому да, что, ну просто вот это выражение, сами говорите, почему бы нет, и тут же, когда я пытаюсь контраргументировать, вы говорите, история не допускает сослагательных наклонений. Но вы же тоже говорите, а почему бы нет? Ну да, да. Ну так давайте уже тогда дальше думать. Я просто понимаю, что до того, как Россия начала херачить по нам ракетами, и в Харькове, и в Днепре, и в Николаеве, и в Запорожье было мега много людей, которые абсолютно лояльно относились к России. Совершенно. Ну Россия, да и Россия, ну и что? Ну, а мы да. хотим вот дружить, торговать и все такое прочее. Вот пока ракетки не попали в дело, вот такое вот было отношение. И прими мы 5 миллионов еще Донбасса на автономии, Россия бы очень легко бы после этого провела бы интервенцию со следующим Януковичем. Ну, это я уже сильно упрощаю. Ну, То есть в Украине, скорее всего, следующим президентом после Зеленского был бы какой-нибудь Бойко или Медведчук. И Ой, всё. весьма сомнительно это. Ну, хотя опять же. Ну, какой-то другой там, боже, ну, не через срок, так через 2. Их все устраивало. Возможно, Нет, почему? Послушайте, не появился бы Зеленский, вот не появился бы Зеленский, это ж феномен, согласитесь. Ну, да. взял, появился, и столько людей за него проголосовало. А давайте представим себе, на выборах Зеленского нет, остается Порошенко и Бойко. Был бы Бойко. Вот тут, знаете ли, ну, уже, да. я вам говорю, не на этом сроке, так на следующем. Так что тут все не терпит сослагательных наклонений, но тут все весьма-таки сложно. Да. Ну просто. Ладно, давайте просто вот я говорю, 16:50, 24 канал через 10 минут. Что вы можете передать жителям Донбасса, вот которых сейчас пытаются мобилизировать, которые по контракту служат, которые идут в Украину? Можете что-то им передать? Я думаю, что в скором времени все это закончится. Любая война в любом случае заканчивается. То есть пусть воюют, Нет. а война закончится? Нет, Нет. не надо А что? воевать. Воевать не надо, но Мирным надо соглашением прийти. Нет, люди, вот что им делать? Вот я понимаю так, хотя бы из вашего положения, если даже согласиться со всем тем, что вы говорите, даже и не спорить, то им надо сидеть у себя дома и защищаться, правильно? Нет, выходить в митинги. Ну а там сейчас, если они выходят, видите, митинги делают, им сразу срок дают. Что делать дальше людям? призывать их. Чувствую, продолжим еще эту беседу. Все, спасибо вам. Пока что спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы узнать правду о тех, кто был мобилизирован в ДНР и ЛНР.